То, что возбуждает женщину, существенно отличается от того, что возбуждает мужчину. Фактически, хотя большинство мужчин могут легко почувствовать сексуальное влечение и возбуждение, просто увидев сексуальную женщину, стимулирование женского желания и возбуждения часто требует усилий и другого подхода. Чтобы пробудить сексуальное желание у женщин и развить влечение, важно сначала попытаться стимулировать их дух, в отличие от мужчин, которые больше реагируют на визуальные стимулы и физическое сексуальное возбуждение. У женщин желание часто коренится в фантазиях и идеях, поэтому выбор наводящих на размышления слов имеет важное значение. В этом видео я покажу 5 простых, но мощных слов, которые вы можете тонко включить в свой разговор с женщиной, чтобы проникнуть в ее разум, минуя ее обычную защиту и вызывая глубокое доминирование и желание. Эти слова, если их правильно использовать, являются фантастическими триггерами возбуждения, позволяющими высвободить чувственность и бессознательное желание женщины. Так что будьте осторожны и обратите внимание, потому что то, что я собираюсь вам рассказать, может радикально и устойчиво изменить ваш успех среди женщин. Прежде чем мы перейдем к этим 5 волшебным словам, если вы готовы узнать мои ценные советы, накопленные за многие годы изучения женского поведения, нажмите кнопку «Подписаться» прямо сейчас. Только тогда вы не пропустите ни одно из моих прекрасных еженедельных видео, в которых я открыто делюсь своими знаниями об истинных желаниях женщин и самых эффективных методах, как пробудить своим взглядом их влечение и возбуждение. Хватит разговоров, давайте сразу к делу. 5 волшебных слов, которые мгновенно растапливают женщину и пробуждают в ней желание. Эти слова, если их правильно использовать, являются настоящими триггерами влечения, которые действуют непосредственно на подсознание. Женское слово номер 1 – «нет». Да, вы не ослышались. Вопреки всем ожиданиям, самое сильное слово, которое вы можете сказать женщине, это «нет». Когда мужчина осмеливается навязывать свои личные границы и категорически отвергает просьбу женщины, сразу создается атмосфера волнующего напряжения. Сказав женщине «нет», вы покажете, что вы уважаете ее и вами нелегко манипулировать. Такое уверенное отношение и отказ легко сдаваться являются очень привлекательными качествами в глазах женщин, поскольку они демонстрируют большую уверенность и чувство собственного достоинства. Важно использовать это слово стратегически, не допуская, чтобы оно звучало высокомерно или альтруистично. Слово «нет» необходимо произносить разумно, в конкретных ситуациях и обязательно с долей юмора, чтобы не блокировать общение. Например, если женщина, которую вы только что встретили в баре, немедленно просит вас выпить, не стесняйтесь сказать «нет». Скажите что-то вроде «освобождение нет, у нас просто есть знания». Давай сначала немного поговорим, и если разговор пройдет успешно, я обещаю потом предложить тебе выпить. Эта игривая, уверенная реакция отлично подходит для того, чтобы немедленно взять взаимодействие под контроль, перевести его от напряжения и сексуального напряжения к чему-то более захватывающему. Женское слово номер 2 – «сексуально». Отказ от слова «сексуальный» во время разговора позволит вам придать словесному обмену более интимный и чувственный аспект. Это простое слово обладает волшебной силой мгновенно придать разговору более сексуальный и эротический тон. Первые моменты свидания или на ранних стадиях флирта желательно избегать прямого использования этого слова, поскольку оно может показаться слишком прямым или грубым в вашем подходе. Однако, как только установится определенная атмосфера соучастия, вы можете осмелиться вставить слово «сексуальный», чтобы поднять взаимодействие на более высокий уровень. Например, когда вы ведете женщину домой после многообещающего свидания, подчеркните, насколько сексуальной она вам кажется. Или даже во время безобидной дискуссии о волосах лепните, что вы находите ее очень сексуальной, когда она делает определенные жесты или выражения лица. Разумное использование слова «сексуальный» может превратить банальный платонический разговор в соучастный обмен чувственными подтекстами, способный вызвать желание и возбуждение как у мужчин, так и у женщин. Женское слово номер 3 – «проблема». Дать ласковое и немного озорное прозвище женщине, с которой вы только что познакомились, отличный способ создать немедленное соучастие.
Чтобы возбудить женщину, обычно нужно поделиться чем-то уникальным, например, маленьким секретом или шуткой, только между вами двумя. Прозвище «проблема» – типичный пример. Проведя несколько минут в компании очаровательной женщины, он в шутку объявляет: «Знаешь, как я тебя буду называть? Да, ты выглядишь как девушка, которая собирается доставить мне неприятности». Следуйте этому объявлению с озорной улыбкой и наблюдайте за своей заинтригованной реакцией. Она не сможет не спросить, почему ты ее так называешь. Вы должны ответить небрежно, сказав что-то вроде: «А ты знаешь, из-за твоего очень чувственного подхода или из-за того, как ты откинул волосы назад, ты доставишь мне неприятности». Главное, чтобы ваш ответ был полон юмора и легкости. Это внезапное знакомство, если с ним обращаться осторожно, может заинтриговать ее и вызвать у нее желание узнать о вас больше. Женское слово номер 4 – маленький. Рассмотрим эволюционную перспективу, где мужчины считаются доминирующими, большими и сильными, а женщины олицетворяют большую нежность и деликатность. Несмотря на стремление к гендерному равенству в современном обществе, во время игры в соблазнение многие женщины тайно любят брать на себя более деликатную и уязвимую роль. Симпатичные прозвища типа «малыш» способны создать мгновенное соучастие и приятный комфорт, даже если в защите объективно нет необходимости. Если вам понравилось, не забудьте включить уведомления. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо, до скорой встречи!